Привет! Мой канал о бюджетных часах, и есть одна марка недорогих часов, которые имеют недостаточно внимания, на мой взгляд, со стороны любителей и блогеров. Название этой марки, и как бы мне не хотелось произнести Босия, но кажется правильнее все-таки Боча. Так вот, сегодня у меня распаковка и краткий обзор 3 моделей этих часов. Эти коробки я еще не вскрывал, сами часы я еще не смотрел. Так что я не знаю, в какой коробке какие часы лежат. Коробки одинаковые, модели разные. Ну что, давайте вскрывать. Просто картонная коробка. Что же привлекает так мое внимание к этим часам? А есть одна важная особенность часов данного бренда, и эта особенность отражена в названии бренда, вернее надписи снизу. Суть в том, что все их часы титановые. Есть, конечно, некоторые керамические, но по большей части они изготавливают, и это их фишка, что все их часы сделаны из титана. Ух ты ж. Так. То есть сразу чувствуется, насколько они легкие. 72 грамма всего лишь. Очень симпатичные часы. Чем-то мне напоминают Tissot. Накладные метки, накладные арабские цифры 3, 6, 9, 12. Окошко даты на 6 часов. Очень симпатичные. Я бы сказал, что в чем-то альтернатива Tissot. Так, что по размеру? 40 миллиметров. Толщину 9 миллиметров. Достаточно тоненькие, я бы сказал. 46 от ушка до ушка. Браслет 20. Очень симпатичные. Прям смотрится здорово, шикарно. Очень нравится. Здесь надо сказать несколько слов о самом бренде. В 2002 году владелец немецкой часовой марки Tuttima создал бренд Boccia Titanium. И вот уже 20 лет производит часы под этим брендом на своей фабрике в Гонконге. Это недорогие кварцевые часы в титановом корпусе. Браслеты тоже обычно выполнены из титана. Это прочный и при этом легкий гипоаллергенный металл. Также, благодаря своим свойствам, титан ощущается теплее на руке, чем, например, нержавеющая сталь. Ну что, поехали дальше. Да, далее это костюмные часы. Итак, далее костюмные часы. Циферблат выглядит черным, но на самом деле он темно-зеленый. Я постараюсь передать в видео, поближе покажу. Очень приятный внешний вид, приятный цвет циферблата. Я чуть попозже постараюсь показать. Глазами видно, но на камеру трудно поймать вот этот темно-зеленый цвет, и только при ярком освещении камера может поймать вот этот оттенок. Как мы видим, цвет циферблата ярче посередине и темнее ближе к краям. Цвет приятный. Набор стрелок такой же, как у предыдущей модели. Часовая минутная стрелка такая же. Секундная полностью серебристая, у предыдущей модели черная. Интересная обработка, вот фиксированный безель, он полированный, ниже корпус
сатинированный. Заводная головка отличается от предыдущей модели. Корпус из титана. Обратите внимание, даже пряжка из титана. Ремешок кожаный, приятный. 39 грамм. 40 миллиметров в диаметре. 47 от ушка до ушка и в толщину. 8,5 в толщину. Достаточно небольшие. Такие приятные костюмные часы. Модельный ряд довольно широкий, много классических костюмных часов и более повседневных и спортивных моделей. Качество исполнения и материалы очень хорошие для этой ценовой категории. Даже ремешок подписан. Класс водозащиты в часах Bocia часто 10 атмосфер. Для такой цены уровень обработки корпуса весьма неплох. Бывший теперь уже канцлер Германии Ангела Меркель часто появлялась именно с часами Bocia. Черные классические квадратные женские часы. Недорогие и практичные. Типичная Меркель. Переходим к следующему. Так, это третий. Тоже сапфировое стекло. Очень приятно. Очень приятный циферблат. В этой модели уже не 10 атмосфер, а 5 атмосфер всего лишь водозащита, но я думаю, что это приемлемо, тем более для такого стиля часов. Это самый компактный из всех из этих трех часов, и они вполне универсальные, то есть их можно и с рубашкой, и с футболкой, и джинсами, достаточно универсально, ну как, не спортивные. Кожа, титановая пряжка. Вот смотрите, кварцевые часы, корпус из титана, ремешок кожаный, пряжка из титана, сапфировое стекло, 79 евро. Достаточно неплохой набор за такую цену. Думаю, что вполне себе конкурентоспособные. Очень приятные часы. И они самые маленькие из этих трех и самые легкие. 36 миллиметров в диаметре, 44 от ушка до ушка и в толщину посмотрим 7,5. Приятной особенностью часов Bocia для людей с небольшим запястьем является тот факт, что многие модели Bocia имеют небольшие размеры, как эта модель 38 мм в диаметре. Многие их модели имеют диаметр 40 мм, некоторые 38, некоторые даже 36 для мужских моделей и моделей unisex. Красивый набор стрелок, правда часовая стрелка немного короткая, на мой взгляд. Кожа в моделях с ремешками приятная на вид. Ремешок не жесткий, качественный. Даже пряжка, бакля, сделана из титана. Интересные повседневные часы. Красивый циферблат, который играет серебристым блеском на свету под разными углами. И опять же сапфировое стекло. Класс водозащиты 5 бар, на мой взгляд, необходимый минимум. На люминофорное покрытие не стоит возлагать больших надежд. Интересно, что у модели слева и справа стрелки отчетливо видно, а вот метки не светятся. В то время как у модели посередине
Стрелки едва заметны, зато метки хорошо освещены. Здесь же я демонстрирую женскую модель. Качество исполнения также на хорошем уровне. Из приятного также сапфировое стекло. Правда, браслет выполнен из нержавеющей стали. Здесь же я демонстрирую другие свои часы Bocia. Это хронограф, так называемая панда, с двумя черными циферблатами. Стекло, к сожалению, не сапфировое, зато выпуклое, что создает интересные искажения при острых углах наблюдения. Что хочется сказать в итоге? Очень трудно найти конкурента часам Bocia. Это и титановый корпус, титановый браслет, качество исполнения, красивый дизайн, часто сапфировое стекло и высокий класс водозащиты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие часы и модели, на ваш взгляд, могут составить им конкуренцию. Я лишь скажу, что я видел часы Casio с сапфировым стеклом или, например, недорогие Lorus в титановом корпусе. Но все вместе и за такую цену я, пожалуй, не встречал. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если вам не сложно, поставьте лайк этому видео. Если вам интересна тема доступных наручных часов, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. До свидания.